Смотрите, у кого-то во дворе очень большая стирка. Либо это со всех квартир, либо это кто-то решил начинать новую жизнь. Всех приветствуем из Одессы. Меня зовут Виктория. С вами канал На Позитиве. И мы прогуляемся с вами по спальному району города Одессы, а именно по Черемушкам. Покажем вам, как живут всеми известные черемушки в Одессе. Такая прелесть. Сегодня в Одессе солнечная погода, практически нету ветра, поэтому это отличное время для прогулки. Давно не гуляла по этой улице. И, конечно, за последнее время здесь тоже все преобразилось. Открылись новые магазины, и количество аптек увеличилось еще больше. Наверное, аптека сейчас в Одессе каждые 20 метров. Очень много. Здесь недавно построили новый жилой комплекс, который называется Манхэттен, который украшает собой площадь Толбухина, к которой мы сейчас подойдем. Открылись новые заведения, несмотря на войну, которые украсили вот такими замечательными цветами. Так, здесь вынесли растение, это гортензия. Гортензия стоит на солнце, и что-то ей немного плохо. Ну, а мы идем дальше. Мы не знаем, смотрите ли вы Евровидение. Мы его смотрим не каждый год, но в этом году участницы от Украины действительно так красиво представили нашу страну. И мы, украинцы, очень гордимся, что в нашей стране есть такие талантливые люди. Нашу страну представили Джерри Хилл и Алена с песней «С нами мама Тереза». И от их выступления действительно пробежались мурашки по телу. Это было талантливо, это было красиво. И мы, конечно же, надеемся на победу Украины и, конечно, призываем всех наших зрителей, которые живут за границей, проголосовать и поддержать нашу страну. Поэтому Украине сейчас очень-очень нужна ваша поддержка. И всегда нужно поддерживать талантливых людей. Здесь дома уже, по-моему, сданы в эксплуатацию, но и строится еще новое, потому что комплекс достаточно большой. Ну, это хорошо. Город расстраивается и приобретает современный вид. Очень приятно видеть, что в Одессе немного обновили общественный транспорт. Все же больше появляется новых трамваев и троллейбусов. Это не может не радовать, особенно людей, которые пользуются этим общественным транспортом ежедневно. Смотрите, построили новый жилой комплекс, но и облагородили немного территорию, озеленили ее, что не может тоже не радовать. Прогуляемся здесь, а не вдоль дороги. Приятно видеть на Черемушках новые дома, и что район немного совершенствуется, разрастается, потому что район Черемушки достаточно старый, ему уже больше 60 лет. Но если он будет расстраиваться, то сюда будет переселяться все больше и больше молодежи. Многие зрители, особенно из числа новых, которые появились на нашем канале, задаются вопросом, почему же я живу в Одессе и разговариваю с акцентом. Мы почти 2 года прожили в Польше, и, конечно, проживая в другой стране, мы разговаривали на польском языке, и, возможно, из-за этого немножко у меня появился акцент.
но мы его не замечаем, я его не замечаю. Ну вот зрители часто пишут. Так, если вы задаетесь таким вопросом, то да, наверное, если есть этот акцент, то он из-за того, что долгое время разговаривала на польском. Какие красивые цвета кустов. Если вы знаете, как называются эти кустики, то пишите в комментариях. По улице и возле нового жилого комплекса устанавливают такие интересные лавки, которые со столиками. Здесь можно и перекусить, и выпить кофе, и посидеть со своими гаджетами. Очень удобно. Вот в таком виде лавочки это еще лучше, чем обычные. В Украину пришло похолодание, и это невозможно не заметить, потому что дует просто ледяной ветер. Мы уже все начали привыкать к тому, что на улице тепло, но расслабляться нельзя. Сейчас пойдем с вами к площади Толбухина. Если вы когда-то проживали на Филатова, на площади Толбухина, то это видео для вас, потому что вы, возможно, соскучились по своим родным местам. Нас смотрят люди со всего мира, люди, которые давно жили в Одессе, люди, которые уехали из Одессы из-за войны, и все скучают по этому городу и по своему дому. Поэтому смотрите, нам писали люди с Аргентины, с Японии, с Кореи, с Перу, с Испании, с Италии, со Швеции. Это классно. Нам очень от этого приятно, что все знают Одессу, все помнят Одессу, и все по ней очень скучают. Площадь Толбухина, наверное, можно назвать одним из самых запутанных перекрестков города Одессы, и многие водители, если честно, так и не знают, как его правильно проезжать, и на нем часто путаются. Но из-за этого, конечно, большие минусы, потому что на этом перекрестке могут быть часто ДТП. Так, ну здесь у нас есть Макдональдс. Макдональдсов в Одессе небольшое количество, ну, наверное, максимум до 10 штук. Хотя Одесса достаточно большой город, но Макдональдсов пока мало, хотя они пользуются популярностью. Это поскрипывают наши маршрутки. Тормоза у маршруток немножко хромают. Зато всегда слышно, когда они едут. А вот один из новых одесских трамвайчиков. На самом деле район площади Толбухина это достаточно страшное место. Еще потому, что у него сложная история. В этом месте в 1941 году было расстреляно 25 тысяч человек, в основном большинство из которых были евреями. И, конечно, это большая трагедия для города была. И это место называют Одесским Бабьим Яром. И даже возле новых жилых комплексов Омега здесь установлен мемориал о том, что жители Одессы помнят о таких страшных событиях тех годов. Перейдем с вами дорогу. Здесь с другой стороны площади есть магазин Сельпо. Сейчас здесь выезжают автомобили, не будем им мешать. Здесь есть большой супермаркет Сельпо. И, в принципе, можем зайти посмотреть, что в нем есть. В супермаркетах начинает продаваться местная экзотика в виде арбузов. Сейчас посмотрим цену. 82 гривны за почти килограмм. А дыня 100 гривен за 840 грамм. Ну, скоро лето, и цены, наверное, будут, не наверное, а точно будут доступнее для всех украинцев. Виноград уже продается. Клубника у нас вовсю продается. Голубика. 149 гривен.
125 грамм. Молодая картошка 82 гривны за килограмм. Уже подешевела, потому что была 180. Видно, что скоро лето, прилавки заполнены уже свежими овощами, фруктами. И это, конечно, не может не радовать. Не стала вас мучить ценами в супермаркете и продуктами. Наверное, нужно будет об этом снять какой-то отдельный выпуск. И показать вам, что продают у нас в Одессе. Вот прямо на улице продается клубничка. Клубничка подешевела. По 80 гривен за килограмм. Очень даже красивая. Здесь написано: все, що потрібно, це любов та більше кави. Видите, какой котик нарисован? Что-то в этом есть. А смотрите, какие прикольные молодые шишки. Вся елочка в них. Для тех, кто никогда не видел, показываем. На нашем канале появились новые зрители, которые пишут, что почему мы не показываем разрушенные дома, места, в которые прилетают ракеты. Пока мы не готовы это делать, мы не хотим ездить, это показывать, тем более, что все это можно увидеть в новостных каналах, в новостных пабликах и в новостях, по телевизору, все это показывают. И показывать этот негатив, ужас и места, в которых погибают люди, каналу на позитиве, мы еще не решили это сделать. Но описать, что если мы это не показываем, то значит в городе все хорошо и нету войны, не нужно. Одесса открыта, и Одесса приглашает тех, кто сомневается, в гости, приехать, пожить здесь хотя бы пару дней и посмотреть, что такое война в 21 веке. Сейчас мы идем с вами по улице Варнинской. Она так разрослась и позеленела. В этом году, наверное, из-за того, что в Одессе часто дожди, невероятно зелено и невероятно красиво. И даже воздух в городе почище. Кто пришел мешать мне снимать видео? Кто ко мне пришел? Вот здесь. Я снимаю видео, а мне мешают. Вот такие маленькие, наглые одесские котики. Смотрите, я его глажу, он просто балдеет. Ты такой милый. Кто ко мне пришел мешать мне снимать видео, а? Ну и что, будем залазить мне на руки? А? Весной и летом Одесса просто куколка. Зимой, конечно, все выглядит подепрессивней. А весной то, что надо. Красота да благодать. Кстати, это пересечение улицы Космонавтов и Филатова. И я вот недавно в интернете прочитала очень интересный факт об этом месте. Так красиво украсили профитроли. Смотрите, какой вход, какие прекрасные розы. А знаете, чем интересно место на пересечении улиц Филатова и Космонавтов? Сама недавно это прочитала в интернете. Оказывается, до 1960-х годов здесь было озеро. В Одессе вообще раньше было много озер просто их засыпали в связи с развитием и постройкой города. Так вот, здесь было озеро, в котором ловили рыбу. Но в связи с тем, что строили новый район, его осушили, засыпали, и сейчас на его месте можно увидеть дорогу и жилые дома. Вот так вот. А так прогуливаешься и никогда бы этого не подумал. Как всегда, мы хотим
вас поблагодарить за хорошие комментарии, за приятные слова, что вы для нас пишете. Мы всегда с удовольствием их читаем. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. И до встречи!